Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Спасибо за интерес к моему каналу, особое спасибо за лайки и комментарии. И, разумеется, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня полюбившаяся многим популярная рубрика ЖЗЛФ «Жизнь замечательных людей Финляндии». Кто впервые у меня в гостях, предупреждаю, здесь нет котиков и цветочков, только хардкор. Слабонервные мужчины и беременные женщины, пожалуйста, перейдите на другой канал. Остальные готовы? Народ для разврата собрался. Тогда, пожалуйста, проходите, раздевайтесь, устраивайтесь поудобнее. Открываем наш цирк Шапито. Я уже неоднократно рассказывала о депутатах финского парламента. По крайней мере, 3 персонажа были справа от истинных финнов. Партия Перussuomalaiset. Была также чемпионка по пособиям от национальной коалиции, партия Kokoomus. Кто не видел, смотрите видео по ссылке в описании. Ну что ж, настал черед пройтись слева. Знакомьтесь. Анна Контула, 48 лет, депутатка финского парламента от партии «Левый союз» Vasemmistoliitto. Еще раз предупреждаю, последнее предупреждение – это рассказ для взрослых с пикантными подробностями и шокирующей откровенностью. Анна Контула, депутат парламента, по образованию доктор социальных наук, дала интервью финской газете «Helsingin Sanomat». В связи с ее только что вышедшей биографией Анна Контула стала главной героиней книги «Хлеба и роз» «Leipä ja ruusuja», которую написала Мария Петерсон. Петерсон собрала все рассказы Анны о ее жизни. Юность, секс-работа, семейные отношения, личная жизнь, дети, бывшие любовники, интриги. В общем, все, о чем обычно не рассказывают всем и каждому. Начнем с юности. Анне было 16 лет. Она первый год учится в гимназии, живет в студенческом общежитии в Тампере. Из Пори она уехала, потому что не ладила с отчимом. Денег нет. Стипендия 16-летним тогда не полагалась. Родители помогали, чем могли, но денег не хватало. Анна была молодая и нуждалась в деньгах. И не только в деньгах. Ей хотелось еще и приключений. Анна выбрала вариант заработка типа киндер-сюрприз, чтобы работа как приключение. В общем, 2 в 1. Она дает объявление в газету. Молодая девушка нуждается в деньгах и ищет приключений. Одуванчик! Одуванчик заинтересовал многих доморощенных ботаников и флористов-любителей. Ответов пришла пачка. Анна разобрала почту, отсеяла подозрительных кандидатов, остальным она звонила и представлялась. Это я, одуванчик. Если звонок проходил удачно, назначала встречу. В книге «Leipä ja ruusuja» «Хлеба и роз» описывается ее встреча с первым клиентом. Авантюрная сторона секс-работы оказалась совсем не такой, как она ожидала. Она надеялась на что-то захватывающее или глубоко греховное, но результатом оказался уныло-будничный, обычный секс, в котором к 16 годам у нее уже был некоторый опыт. Желания клиентов были весьма обыденными. То спереди, то сзади. Анна посмеивается в книге. Самая трогательная фантазия, чтобы я тоже получила удовольствие. Деньги для старшеклассницы были вполне хорошие. Достаточно всего несколько тайных свиданий в месяц, и жизнь удалась. На лето она устроилась на работу в телемаркетинг. Продавать книги о природе по телефону. Это занудство отнимало огромное количество времени и приносило жалкие гроши. Поэтому осенью она вернулась к секс-работе. Работа не пыльная, доходная, и остается достаточно времени для учебы, хобби, культурной жизни. 1-2 работы и стипендия в кармане. Уезжая на очередное свидание, Анна всегда предусмотрительно оставляла дома на столе
записку со сведениями о клиенте. В случае чего полиция найдет. К счастью, за всю карьеру секс-работницы Анна, по ее словам, не сталкивалась с физическим насилием или даже с угрозой его. Первая фаза секс-труда длилась меньше 2 лет. Когда на пороге совершеннолетия Контула встретила своего будущего первого мужа, она завязала с порочной практикой. Совмещать семейную жизнь и секс-труд показалось слишком сложным. О своем прошлом она рассказала мужу честно. Когда через несколько лет брак уже дышал на ладан, Анна вернулась в профессию. К тому времени у нее уже было 2 детей, и она училась на факультете социологии в университете Тампере. Мир платной любви стал к тому времени значительно удобней. Секс-рынок переместился в интернет. Контула также пересмотрела свой рабочий подход. Она снимала гостиничный номер на день и принимала сразу нескольких клиентов, чтобы 2 раза не вставать. Пара рабочих смен в месяц, и семья обеспечена. И наверняка мать-одиночка не была обделена социальными пособиями. Я сомневаюсь, что Контула сообщала о своих доходах в Кела или в налоговую. Большинством клиентов были мужчины, но иногда встречались и женщины, и пары. Самым необычным клиентом был богатый арабский торговец из Лондона. Он присылал билеты, и Анна летела к нему в Лондон, а там каждый вечер Дольче Вита, лимузины, закрытые клубы для миллиардеров, шампанское. В 2002 году Контула участвовала в создании профсоюзов секс-работниц Салли. Она стала его вице-председателем и медийным лицом. Молодая исследовательница кафедры социологии университета Тампере дала сотни интервью различным газетам, журналам, церковным изданиям, криминальным и желтым газетам и, разумеется, порно-журналам. Уже то, что сегодня, в принципе, общепринято говорить секс-работа, а не проституция, во многом ее заслуга. До 2000-х годов в публичной дискуссии в Финляндии вообще не существовало такого понятия, как добровольная секс-работа. Финны никак не хотели признать существование у себя людей с пониженной социальной ответственностью, для которых секс-работа была самостоятельным, добровольным выбором, никак не обремененным моральными терзаниями. Контула говорит, а в условиях кризиса начала 90-х какие были шансы найти работу у 16-летней девушки? Я жила в крупном университетском городе, где полно безработной молодежи, ищущей временные подработки. Шансов никаких. Если я в той ситуации хотела как-то выжить, то это было довольно рациональным решением. В 2006 году Анна защитила диссертацию «Красный исход. Исследование секс-работы в Финляндии». И в одной из ссылок упомянула собственный бэкграунд. Но на ссылке мало кто обращает внимание, поэтому тогда ее опыт остался без внимания. Постепенно Анна вошла в политику и стала депутатом парламента. В парламенте секс-работа тоже была ее любимой темой. В этом году Анна заявила, нынешний депутатский срок для нее последний. Симпатии избирателей больше не имеют значения, поэтому можно откровенно рассказать о своем прошлом. Анна считает, что разговор на эту тему может принести пользу общественной дискуссии и повлиять на ее направление. Не так давно Анне поставили диагноз – расстройство аутистического спектра. С диагнозом она стала иначе смотреть на себя и заметила массу примеров того, как особенности аутизма приводили ее к необычным или нестандартным решениям. Возможно, с аутизмом была связана и ее старая привычка общаться с писателями. Анна прочитает хорошую книгу и пишет автору, мол, давайте пообедаем вместе. А за обедом спокойно и без смущения предлагает, а как насчет давайте посексуемся. Процент успеха, по ее словам, был весьма высоким. Через 2 года Анна Контула покинет парламент навсегда. У нее есть веские основания для такого решения. Во-первых, она чувствует, что в роли депутата отдалилась от обычной жизни, а это неприятное ощущение. Обычные люди
кем бы они ни были, именно их интересы она хотела представлять. Во-вторых, она поняла, что власть не идет на пользу человеку, в том числе и ей самой. В-третьих, и это самая веская причина, она утратила веру в парламентаризм. И особенно в его способность разрешить экологический кризис. Для книги «Хлеба и роз» Мария Петерсон опросила большое количество близких Анне людей. Сама Контула никак не вмешивалась в процесс и не комментировала сказанное о ней. Поэтому в книге есть, например, интервью депутата Кимму Кильюнена от партии СДП, где он потерял бдительность и распустил язык понапрасну. Кимму рассказал о сближении с Анной в служебной командировке 15 лет назад и признался: а эта операция по уменьшению груди была для меня личным оскорблением. Ё-моё! Их отношения к моменту операции уже закончились, но сиськи Анны до сих пор волнуют Кимму Кильюнена. Он не смог пережить уменьшение сисек, хотя Анна Контула сделала операцию по медицинским показаниям. Теперь Кильюнен спохватился, дает интервью, объясняется, уточняет, извиняется, мол, неправильно поняли. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь, а что написано пером, того не вырубишь топором. В конце книги Контула сама объясняет, зачем она дала согласие на ее написание. Одна из причин. Я надеюсь, что эта книга приблизит меня к другим людям, поскольку она написана другим человеком и в значительной степени основана на интервью с близкими, возможно, она создаст общее поле между мной и остальными. В общем, книге успех гарантирован, предстоят горячие обсуждения. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!